Слава Украине! Привет всем от Полонского. Ребята, вот я вчера с волнением, собственно говоря, наблюдал за тем, как переговаривались Витков с Путиным, но гораздо больше, если честно, меня волновал вопрос, когда наша делегация уехала в Соединенные Штаты Америки. Знаете, не дадут ли наши слабину? Я имею в виду, конечно же, переговоры по поводу наших полезных ископаемых, которые хочет загробастать Трамп и его компания. Вот это меня, честно говоря, очень сильно волновало. И знаете, сегодня, получив известие от Reuters, я успокоился. Да. Итак, что написал Reuters? Я окончательно успокоился, да. Вот это слушаем. Прорыва в переговорах касаемо сделки об ископаемых между США и Украиной не достигнуто. Вчерашняя встреча США и Украины прошла напряженно и во враждебной атмосфере. Вот это самое главное. Знаете, это тот самый редкий случай, когда ты хочешь, чтобы атмосфера была таки да враждебной. Потому что это значит одно. Сдачи Украины не было. И наша делегация просто в лоб высказала хамам и мародерам, по-другому я не могу назвать то, что сейчас происходит, и то, что эти люди делают, а то, что о них думают. По всей видимости, там был довольно-таки нелицеприятный обмен мнениями и по поводу Будапештского меморандума, и по поводу лазания по карманам у человека, который лежит окровавленный. Вот как раз это, собственно говоря, судя по всему, и было. Кроме того, надо же еще один момент учесть, что, как вам сказать, вы понимаете, вот при всем при том, что у американцев вроде бы хорошие там юристы, хорошие экономисты и так далее, но нельзя же быть таким глупым. И, как говорит сам Трамп, не имея карт, а карт у него сейчас против Украины вообще нет, лезть, нарываться на какие-то неприятности и начинать наглеть. Ну, честное слово, вот ты хочешь у нас забрать все, вот так вот, по нахалке, да, просто нахрапом. Окей, хорошо. А какие у тебя к этому есть предпосылки? То есть чем ты можешь нам угрызнуть, чтобы мы тебе это все понадписывали? Я уже 1000 раз пересказывал вам. У них нет ничего уникального, что они нам могут дать, ну, кроме денег. Да, деньги могли дать, да, экономическую помощь могли дать, военную помощь могли дать, но они ее обрезали наглухо. Остались только коммерческие иностранные контракты по Старлинку, которые проблематично обрезать без того, чтобы Старлинк вообще не вылетел из Европы к чертовой матери. Вот, но, наверное, Маск на это не пойдет, тем паче с условиями, как Трамп его, кстати, поставил, отдельная тема. Вот, то есть уже всех в голове перечислил Байдена, Буша. У Трампа не осталось никаких аргументов к тому, чтобы заставить нас что-либо сделать. Ну, честное слово, что он нам может сделать? Ракетой по Киеву шарахнуть. Так он этого сделать не может. Все. Вот, поэтому наши просто им объяснили, что трамповские хотелки останутся трампийскими хотелками. Пускай он идет с этими хотелками, вот, ну, куда хочет, туда и идет, не буду говорить куда. Вот. И все, собственно говоря, никто ничего, естественно, им не подписал. И вы знаете, вот это меня крайне радует, крайне просто радует. Еще один момент по поводу Соединенных Штатов Америки. В результате скандала с Китаем и в результате, ну, мягко говоря, неумного поведения с Украиной, тоже скандала, можно сказать, почему? Потому что с Зеленским был скандал, спровоцированный Венцем и Трампом. Сейчас они просто нахрапом лезут нагло, абсолютно бесчестно, лезут к нам в карман. Вот. В результате он остался, Трамп, без редкоземельных металлов и полностью подвесил в воздухе вот этот проект F-47. То есть сейчас то ли его закрывают, то ли еще что. Короче говоря, для него его нечего делать. Он, конечно, еще не доведенный до ума, там доводить еще годы, но он просто завис в воздухе, потому что нет редкоземельных металлов, которые нужны для производства вот этого самого истребителя-бомбардировщика. Их тупо нет.
от слова вообще. Вот. А где они есть? Они есть в Китае в большом количестве. Но Трамп же Трамп что сделал? Трамп просто начал войну с Китаем. Ну, конечно, не горячую, а экономическую войну с Китаем. И Трамп нахамил Украине. То есть вот тем странам, где, как говорится, он мог бы получить какие-то преференции, он просто взял и мерзко себя повел в отношении их. И, собственно говоря, вряд ли получит. И смотрите, с Украиной можно было ему договориться, можно было. Вот, но не надо было наглеть, не надо было хаметь, надо было просто сказать, да, мы зайдем с такими-то деньгами, мы хотим разрабатывать вот такие полезные ископаемые, с нас столько, с вас столько, ну как обычный коммерческий договор. Нет, наше все, вы будете разрабатывать, Барон Трамп будет приезжать Карабасом-Барабасом тут ездить, а вы будете рабами на плантациях. Спасибо, иди гуляй, до свидания. Едь назад в Вашингтон, в Мар-а-Лаго едь туда, назад. Вот, и рассказывая сказки трамприкосам вот этим, вот они тебя слушают, вот им рассказывают эту чушь. Вот, и, как говорится, он поскандалил со всеми, с кем можно поскандалить. Я говорю, хочешь делать истребитель, да не будут я ни истребителя, ничего-либо другого. Вот. То есть, еще один момент, по Китаю, да, это же вообще очень интересно. Выступил один из ведущих там китайских обозревателей экономических, и его выступление свелось к следующему. Да, выступление внизу в описании к данному ролику есть ссылочка, кому интересно, можете посмотреть. Интересный мужик, так вкратце там он рассказывает историю Китая и так далее, и так далее. Он сказал так, Китай не будет сворачивать со своего пути в отношении с Соединенными Штатами, то есть не будет подчиняться экономическому шантажу, развернутому Трампом в отношении Китая. Вообще странно, что я такие вещи говорю. Я всю жизнь сочувствовал Соединенным Штатам перед Китаем. Всегда давал предпочтение. Вот. Кроме вот последних 2 месяцев. Ну вот как? Ну, сейчас все, собственно говоря, все немножко в шоке, да. Вот, поэтому, как бы мы об этом и говорим. Да, то есть, так и сказал. Да, ну, Китай, значит, во-первых, не покорится. Во-вторых, ситуация следующая. В случае полного разрыва, а сейчас наблюдается практически полный разрыв связи с Соединенными Штатами Америки, Китай потеряет 15% внешнего рынка. 15%. Ну, окей, хорошо, но это много. Ну, это вообще не смертельно. А если учитывать ВВП Китая и внутренний, самое главное, то это вообще ничего. Там по ВВП, по-моему, там что-то или 1,5, или 2%. То есть зациклено на США. Ну, так они их перециклят на что-то другое. Прямо сейчас Китай занят, видите, очень суровыми такими переговорами с Евросоюзом, с тем, чтобы Евросоюз... с тем, чтобы сделать более прозрачными друг для друга тарифы в отношении друг друга. Плюс, вот если у них сейчас таки дойдет до дела с Южной Кореей, с Японией, безвизовый, говорю, нет, не безвизовый, а беспошлинный ввоз товаров друг к другу, то, соответственно, Соединенные Штаты ему уже будут и не нужны, и, собственно говоря, уже и не понадобятся. Вот. А вот эта изоляционистская политика Трампа привела к тому, что у него в настоящий момент не осталось никаких важелей, никаких рычагов давления на Китай. А знаете, к чему это может привести? Это может привести к тому, что Китай заберет себе Тайвань. Ну, потому что американцы уже ничем не смогут. Понимаете, раньше они что могли сказать? Если вы нападаете на Тайвань, ну, соответственно, мы вам закрываем вот американский рынок. И, конечно же, никакой Дэн Сяопин или кто угодно там из них, Си Цзиньпинь, не пошел бы на такой шаг. Но поскольку сегодня американский рынок для Китая уже полностью закрыт, ну так ради бога, закрывайте его дальше. Это как с Украиной получилось, понимаете, точно так же. Да мы вам здесь, да мы вам там, мы все перекрыли. Помните вот эти мерзкие картинки, этот вот Трампеныш этот младший вечно рисовал, что Зеленскому через столько-то дней перекроют пособие, потом через столько-то дней. Всегда он этим хвастался очень сильно. Как результат, его ненавидит вся Украина. Это раз. Ну ладно, ему от этого ни холодно, ни жарко. Но, да, вы помогали Украине, но при этом же у вас были и рычаги давления. А теперь у вас нет рычагов давления, потому что нет никакой помощи, нет ничего, есть одна вражда. Ну и, как говорится, если вы нам... что вы можете сделать? Ну, только плюнуть в нашу сторону. Ну, а мы в вашу можем плюнуть. Ну, вот, собственно говоря, гениальная политика вашего вот этого вот рыжеволосого экономического чуда. Вот. И это только разобрал 2 таких,
небольших моментов, потому что там с какой страной ни кинь, там хоть с Данией, хоть с Канадой, хоть с Мексикой, везде одно лайно получилось. Сейчас, кстати, Трамп ждет, что будут подписаны за 90 дней 90 торговых соглашений. А может и не будут, потому что, знаете, очень многие будут еще считать, а с кем подписывать эти соглашения торговые. Я вам скажу, потому что очень многие скажут, да не, нам с Китаем торговля поважнее будет, потому что ну, рынок по своей емкости приблизительно одинаковый, американский и китайский, но китайская политика понятна на 5 поколений наперед. Да, она хреновая, нет демократии, диктатуры. Я не спорю с этим, да, это понятно. Но есть понятные условия, вот такие, 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 они такими и будут. А в Штатах получается что? Сейчас вот это взбаламошенное чудо там сидит. Через 1,5 года выборы, до выборов, в Конгресс и в Сенат. Хлоп, все меняется, и взбаламошенное чудо уже ничем не может руководить. И все это возвращается назад. Потом еще перевыборы. Понимаете, и опять какой-то будет шурум-бурум. И непонятно, непонятно, это же, понимаете, это катастрофический шурум-бурум. Когда полностью меняется вся налоговая система, все разлетелось, а через 1,5 года в другую сторону. Ну, и я не знаю, кто с кем будет подписывать соглашения и так далее, и так далее. Почему? Потому что подобное соглашение с США означает, что ты переходишь в их лагерь. А подобное соглашение с Китаем означает, что ты переходишь в этот лагерь. И вот я не знаю, очень многие страны могут избрать совсем не США, в том числе, кстати, и Европу.